Карпаты зимой — это не просто горы. Это застывший океан, где волны из елей и сосен замерли под тяжелыми шапками снега. Здесь тишина имеет свой особенный вес. Она давит на плечи, заставляет прислушиваться к собственному сердцебиению и учит различать сотни оттенков белого, от ослепительного сахара на вершинах до синеватого льда в тенистых ущельях. Михаил любил эту тишину. В свои 40 с небольшим он променял карьеру в Ивано-Франковске на скромную долю волонтера в отдаленном кордоне лесного заповедника. Инспекторы, суровые люди, привыкшие к одиночеству, быстро приняли его за своего. Городской, а дух лесной, говорили про него, когда он возвращался с обхода, заиндевевший, с инеем на ресницах, но с неизменным спокойствием в глазах. Его работа была не хитрой, но жизненно важной для леса. Замена аккумуляторов в фотоловушках, проверка состояния солонцов для оленей и пополнение кормушек, чтобы лесные обитатели могли дотянуть до первой весенней травы. Тот день начался с пронзительного холода. Воздух был настолько сухим и морозным, что казался хрупким, как тонкое стекло. Михаил вышел на утренний обход вдоль границы заповедника, где старый лес внезапно обрывался, уступая место скалистым оврагам урочища — Черный ручей. Это было опасное место. Из-за постоянных ветров снег здесь ложился неровно, скрывая под собой глубокие расщелины и скользкие выступы. Скрип снега под тяжелыми ботинками был единственным звуком, пока Михаил не подошел к самому краю старой просеки. Вдруг лес вздрогнул. Резкий короткий звук прорезал морозное марево. Мужчина замер. За годы волонтерства он научился различать голоса леса. Это не было криком сойки, которая часто дразнит зазевавшихся путников. Это не было треском падающей ветки. Звук повторился, на этот раз более протяжный, рваный, наполненный такой нечеловеческой тоской, что у Михаила по спине пробежал холодок. Это был зов того, кто стоит на самом пороге небытия. Михаил начал медленно продвигаться к краю оврага. С каждым шагом звук становился отчетливее. Тяжелое свистящее дыхание, перемежающееся скрежетом когтей по камню. Мужчина опустился на колени, а затем и вовсе лег на живот, чувствуя, как холод пробирается под куртку. Он осторожно заглянул вниз. На узкой, едва заметной полоске земли, зажатой между корнями вековой ели и обледенелой скалой, висела рысь. Крупная, с мощными кисточками на ушах и густым зимним мехом, она казалась частью самой горы, если бы не ее отчаянные попытки удержаться. Ее задние лапы беспомощно молотили пустоту, а передние по локоть ушли в рыхлый снег и мокрую глину. Каждый раз, когда она пыталась подтянуться, куски породы с глухим стуком летели в бездну. Их взгляды встретились мгновенно. Михаил замер, пораженный глубиной страха в огромных янтарных глазах хищника. В них не было агрессии. Рысь не шипела, не скалилась, обнажая клыки. Она просто смотрела на человека, и в этом взгляде читалось полное, абсолютное осознание своего бессилия. Михаил понимал, если она сорвется, шансов нет. Глубина оврага в этом месте достигала 30 метров. Но он также понимал и другое. Дикий зверь, загнанный в угол, — это смертоносное оружие. Один взмах лапы мог оставить его калекой или утащить за собой вниз. Логика требовала уйти за помощью, но интуиция кричала, что через 5 минут помогать будет уже некому. «Спокойно, маленькая. Я здесь», — прошептал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. Михаил сбросил тяжелую правую рукавицу, обнажив ладонь.
Ему нужно было чувствовать каждое движение зверя. Он максимально вытянулся вперед, балансируя на самом краю обрыва. Его левая рука намертво вцепилась в обнаженный корень дерева, ставший для него единственным якорем. Он потянулся к ней. Рысь на секунду замерла, ее зрачки расширились, заняв почти всю радужку. Она могла ударить, могла вцепиться в его руку зубами, но вместо этого она словно подалась навстречу. Михаил обхватил ее переднюю лапу чуть выше сустава. Кожа рыси под густым мехом была горячей и дрожащей. В ту же секунду когти хищника, длинные и острые, инстинктивно впились в предплечье Михаила, пробивая плотную ткань штормовки. Боль была резкой, обжигающей, но он только сильнее сжал пальцы. «Тянись, ну же!» — выдохнул Михаил, чувствуя, как его собственное тело начинает соскальзывать вслед за кошкой. Земля под ними продолжала осыпаться. Снежная пыль забивала глаза, мешая видеть. Михаил напряг каждую мышцу, его плечо ныло от страшного напряжения, а в ушах стучала кровь. Это было противостояние не человека и зверя, а двух живых существ и неумолимой гравитации. Рывок. Еще один. Михаил тянул ее на себя, используя всю силу своего веса. Рысь, почувствовав твердую опору в виде человеческой руки, сделала невероятное усилие. Ее вторая лапа нашла зацепку на краю обрыва, когти вонзились в мерзлую траву. С диким гортанным хрипом кошка буквально вытолкнула себя наверх, перекатившись через голову Михаила на твердую почву тропы. Мужчина остался лежать в снегу. Силы покинули его мгновенно, оставив лишь ватную пустоту в теле и бешено колотящееся сердце. Он чувствовал, как по руке течет что-то теплое. Кровь из ран от когтей быстро пропитывала рукав. Он ждал удара в спину или быстрого бегства, но в лесу внезапно воцарилась такая тишина, какой он не слышал никогда прежде. Михаил медленно повернул голову. Рысь стояла в 3 метрах. Она не убежала в чащу. Она сидела на снегу, тяжело дыша, и смотрела на него. Ее ухо с характерным надрывом подергивалось. Она выглядела потрепанной, испачканной в глине, но в ее осанке снова появилось то величие, которое присуще только свободным хищникам. Несколько долгих секунд они просто смотрели друг на друга. Без страха, без вызова. Это было безмолвное признание существования друг друга. Затем рысь медленно поднялась, сделала 2 осторожных шага назад, словно отдавая дань уважения, и, не издав ни единого звука, растворилась в густых зарослях ельника. Словно ее и не было, только глубокие борозды на снегу у края обрыва напоминали о случившемся. Михаил вернулся на кордон только к сумеркам. Он тщательно обработал раны и зашил рукав, не желая лишних расспросов. Инспекторам он сказал, что неудачно скатился по склону, проверяя одну из ловушек. Те только похихикали над неуклюжестью городского волонтера, не заметив странного блеска в его глазах. Но тайное в лесу редко остается тайным. Через 2 дня, когда инспекторы пошли снимать данные с камер у дальней кормушки, они вернулись притихшими. «Слушай, Мих, тут такое дело». Старший инспектор Степаныч почесал затылок. «Помнишь ту рысь с подранным ухом? Старая знакомая. 3 года ее пасем. Она же людей за версту обходила, хитрая, как черт. А тут смотри, на кадрах фотоловушки была запечатлена она. Рысь не просто проходила мимо. Она сидела прямо перед камерой, почти уткнувшись носом в объектив. На ее боку отчетливо виднелось пятно, след от падения в глину, а на морде не было и тени привычной осторожности. Она выглядела так, будто пришла специально, чтобы ее увидели.
Более того, она больше не пряталась. В последующие дни ее видели у кормушек неоднократно. Она спокойно ждала, пока люди закончат работу. И только потом выходила к Соли. Эта история, подкрепленная уникальными кадрами, быстро вышла за пределы заповедника. Когда фото попали в социальные сети, общество разделилось. «Это безумие и неоправданный риск», — писали одни. «Дикий зверь не знает благодарности, он мог убить человека одним движением». «Это просто биологическая целесообразность», — рассуждали эксперты с диванов. Рысь просто использовала человека как рычаг. Но Михаил, читая эти комментарии, лишь молча улыбался. Он знал то, чего не знали они. Он помнил тепло ее лапы и тот янтарный взгляд, в котором на мгновение отразилась вся хрупкость жизни. Такие моменты не поддаются логике или биологическим законам. Это история о том, что глубоко внутри каждого живого существа живет искра, способная распознать добро. О том, что иногда спасти чью-то жизнь значит спасти частичку собственной души. В лесу, где каждый сам за себя, это мгновение стало доказательством. Милосердие не имеет границ и видов. Оно просто существует. И иногда оно проявляется в тихом шепоте Карпатских гор, где человек и зверь смогли понять друг друга без слов. Если эта история согрела ваше сердце в этот холодный день, обязательно поставьте лайк. Это лучший способ сказать нам спасибо за труд. Кстати, как вы считаете, действительно ли дикие животные способны помнить добро, или это была лишь случайность? Напишите свое мнение в комментариях. Нам очень важно его знать.